Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю сегодня вас на мастер-класс по вязанию вот таких туфелек. Это туфельки для девочки, но их можно, эту модельку, связать на любой размер. Дорогие друзья, все мастер-классы, видеоматериалы на моем канале для вас абсолютно бесплатные. Я делюсь с вами своим опытом, хочу помочь вам научиться вязать крючком эксклюзивную стильную обувь. Если вы сейчас смотрите это видео без подписки, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, нажимайте на кнопку подписаться, нажимайте на колокольчик, и вы никогда ничего не пропустите, всегда будете первыми получать уведомления обо всех новых видео на моем канале. Ну а мы с вами начинаем. У меня размер будет 31 на девочку. Вы можете связать любой размер, увеличив просто количество рядов. По ходу дела буду рассказывать. Я выбрала вот такую подошву, называется она Эмодзи 6. Где брать подошву, вы всегда спрашиваете. Сейчас будет наверху ссылочка в углу. Переходите по этой ссылочке, я рассказываю, где я покупаю материалы, подошвы, пряжу и так далее. Мелисса Перлес номер 5, стопроцентный каттон. Это пряжа испанская, очень хорошего качества. На 70 грамм 290 метров. Буду вязать в 2 нити, по-другому не получится, она очень тоненькая. Крючки 2,25 для обвязки подошвы, 2,5 для изделия. Ну и начинаем с подошвы. Сначала я ее проколола, подошву, сделала отверстие по всей окружности на расстоянии полсантиметра друг от друга. Обычно шила использовала. И теперь, после того, как у меня отверстия готовы, я начинаю вязать. Сначала начинаем с обвязки подошвы. Ну вот берем примерно здесь, вот где у нас пятка заканчивается, вот с этого места я начинаю вязать. Привязываюсь и вяжу столбики без накида по всей окружности. В первое отверстие 1 столбик без накида, во все остальные по 2 столбика без накида. Сколько у вас получится столбиков, я не знаю, потому что это зависит от размера подошвы, какая у вас будет. Чем больше размер, тем, конечно же, больше будет отверстий и, соответственно, больше будет столбиков. Поэтому вяжем каждый на свой размер, какой нам нужен. Через каждые полсантиметра отверстия, в каждое отверстие 2 столбика без накида. Но первое отверстие мы провязали 1 столбик без накида, и второй мы в него провяжем в конце ряда. Сейчас дойдем до конца ряда, и я вам покажу. Последнее отверстие провязали 2 столбика, теперь в то первое, в котором 1, довязываем еще 1 столбик. А затем начинаем вязать сразу второй ряд. Никаких соединительных столбиков, просто в первый столбик предыдущего ряда вяжем сразу столбик без накида. И провязываем еще 2 ряда столбиков без накида по кругу, начиная вот отсюда и заканчивая здесь же. Вот заканчиваем второй ряд. И вот здесь на этой петле, на последней, останавливаемся. Переносим эту последнюю петлю на маркер, а нить будем возвращать на ту сторону. Сейчас мы отмеряем параллельно место, откуда у нас будет начинаться
пяточка с той стороны. Вот так равняем ниточкой параллельно, чтобы было, и находим петлю, в которую мы начнем сейчас вязать ряд. Вот это будет петля у нас первая. Протягиваем, выкладываем аккуратно нить сюда, чтобы она не свисала и не была натянута, чтобы не тянула пятку. И вяжем первый столбик без накида. Каждый ряд у нас будет начинаться со столбика без накида. И дальше это будет короткий столбик. Дальше вяжем из петли, опускаясь на ряд ниже, столбик без накида. И будем называть его длинный. Мы будем чередовать короткие и длинные столбики. Я стараюсь показывать сейчас понятно. Вы смотрите, один столбик мы вяжем из петли предыдущего ряда, вот как у нас первый был. Второй вяжем из петли на ряд ниже. Снова из петли предыдущего ряда и снова из петли на ряд ниже. Чередуем короткие и длинные столбики до маркера. Вот у нас внизу провязано 2 ряда, очень хорошо видно, над каким, где мы вяжем. Из петли предыдущего, из петли на ряд ниже, вот так вот по вертикали видно рядочки, петельки, чтобы были не лишние и чтобы мы не пропускали. Тщательно смотрим. Иногда вы пишете, что не получается именно этот рисунок. Здесь вот важно, когда вы в начале ряда начинаете, обязательно смотрите. Мы всегда начинаем с короткого столбика, который вяжется над длинным. И потом продолжаем в шахматном порядке. Здесь у нас в конце ряда сейчас длинный столбик из петли на ряд ниже, а последний у нас короткий столбик, и мы его провяжем вместе с петлей, которая у нас на маркере. То есть протягиваем нить под столбик и потом уже забираем с маркера петлю и вместе с этой петлей провязываем столбик без накида. Теперь снова петлю переставляем на маркер, нить протягиваем в начало ряда и вяжем второй ряд. Вот здесь у нас длинный столбик первый, вот прямо над ним вяжем короткий столбик, вот с него начинаем. А над коротким следующим вяжем длинный, то есть между двумя длинными у нас получается длинный столбик, над длинными короткие. Вяжем в шахматном порядке, опять чередуем длинные и короткие столбики, но в шахматном порядке. Я надеюсь, что вам тут хорошо видно. Вот такой получается красивый плотный узор. Вяжем его до конца, до маркера. Чередуем длинные и короткие столбики. В конце ряда у нас длинный столбик, над ним будет короткий. Всегда будем заканчивать тоже коротким столбиком. И вот таким образом провязываем 12 рядов. Вот провязали мы 12 рядов всего.
Проверяем. Последняя у нас вот тут петля на маркере. И теперь мы довязываем до низа по боковой части столбики без накида. Вот в эту угловую петлю еще один сразу столбик без накида, чтобы у нас угол не загибался потом. И продолжаем в каждый рядок столбик без накида до самой подошвы. Друзья, пока мы здесь с вами вяжем вот эту часть, хочу вас попросить, чтобы вы обязательно написали что-нибудь в комментариях. Пару слов. Я буду вам благодарна за отзыв, за любой. Ваше мнение очень важно для меня. Буду рада вашим вопросам. Я стараюсь всегда максимально быстро на них отвечать. Ваши лайки и комментарии меня просто очень воодушевляют, помогают моему каналу в развитии. На канале здесь вы найдете десятки бесплатных мастер-классов с моделями на любой вкус. Переходите в разделы плейлисты, выбирайте все, что ваша душа пожелает, а я буду продолжать делиться с вами новинками и своими секретами. Вот мы постепенно добрались до последнего столбика, вяжем здесь последний столбик и затем провязываем столбик на боковой части, из петли на боковой части. И вот эту петлю мы уже переносим на маркер. Теперь нить отсюда мы протягиваем аж на другую сторону к боковой части. Вниз вот сюда. Аккуратно прокладываем. Она у нас получается длинная. И вот сюда ее тянем вниз до боковой части. И со следующей петли от первой начинаем вязать столбики без накида по боковым частям, по заднику, полностью до маркера, столбики без накида. Нить придерживаем и не забываем ее ввязывать, чтобы она у нас не оказалась потом внутри, не болталась. Еще раз хочу уточнить, когда доходим до угла, из угловой петли провязываем 2 столбика без накида в одну и ту же петлю, чтобы нам хорошо закруглить угол. И дальше вяжем по задней части столбики без накида. Тут у нас уже нет узора, просто вяжем столбики без накида. Провязываем столбики. Доходим вот когда до следующего угла, то же самое 2 петли из одной, и дальше заканчиваем там, где маркер. Забираем петлю с маркера, провязываем опять по боковой части еще один столбик без накида, переставляем петлю на маркер, возвращаем нить опять на другую сторону к боковой части и вяжем еще один точно такой же ряд столбиками без накида.
Здесь заканчиваем ряд, довязываем столбики последние. Самый последний столбик вяжем с петлей, которая у нас на маркере. А затем уже провязываем эту петлю и по боковой части провязываем 2 соединительных столбика. Заканчиваем ряд, нить обрезаем. Конец нити перетягиваем на изнаночную сторону, а затем прячем его в вязание тщательно, чтобы его не было видно. Ни в коем случае не обрезаем, иначе будет распускаться потом. Вот такая у нас получилась пяточка. Я считаю, что очень симпатично получилось. И теперь мы будем привязывать ремешок для застежки. Отсчитываем 5 петель вот здесь по боковой части. И затем вяжем 5 столбиков без накида. Только здесь будьте внимательны, смотрите, на какую ножку вяжете ремешок. Он будет застегиваться с наружной стороны стопы. Значит, начало ремешка, вот эти 5 столбиков, у нас должны быть с внутренней стороны стопы. Вот провязали 5 столбиков. Теперь 4 воздушных петли вяжем. Разворачиваемся, присоединяем эти воздушные петли в начало, в первую петлю, вот сюда столбиком без накида. Теперь 3 воздушных петли. И под вот эти воздушные петли вяжем 5 столбиков с одним накидом. Но вяжем их следующим образом. Накид, столбик с накидом не до конца. Накид, столбик с накидом не до конца. И вот так 5 раз подряд вяжем столбик с накидом не до конца, оставляя петлю на крючке. То есть мы как бы вяжем столбик с накидом, но провязываем накид, а вторую петлю не провязываем. И вот у нас на крючке собираются вот эти вот петля от воздушных петель, да, цепочки, и еще 5 петель от столбиков, не законченных с одним накидом. А теперь все 6 петель провязываем вместе столбиком без накида. 3 воздушные петли, разворачиваемся и снова 5 незаконченных столбиков с одним накидом под цепочку из воздушных петель. Потом делаем общую вершину. Три воздушных петли, снова разворачиваемся и снова под цепочку из воздушных петель 5 незаконченных столбиков с одним накидом, которые потом объединяем общей вершиной столбиком без накида.
Продолжаем так дальше. Думаю, что вы уже поняли принцип, как вязать такой ремешок. Он будет красивый, и мы его вяжем до конца необходимой длины. Необходимо промерить объем ножки, вокруг которой будет этот ремешок, и где будет у нас пуговка. Ну, думаю, что вы уже самостоятельно дальше справитесь. Вот так он должен вокруг ножки облегать. И вот в каждую цепочку вот эту из воздушных петель мы просто провязываем 5 незаконченных столбиков с одним накидом с общей вершиной. Когда необходимую длину провязали, теперь для пуговки отверстия 4 воздушных петли делаем. И соединяем их с первой петлей здесь вот с другой стороны ремешка, а затем провязываем еще 7 воздушных петель и делаем обвязку этим 7 воздушным петлям, провязываем под эти 7 воздушных петель 10 столбиков без накида. Это у нас будет петелька для пуговки. Вот здесь соединили эту цепочку 7 воздушных петель с ремешком. И дальше разворачиваемся и делаем обвязочку. Столбики без накида под цепочку из 7 воздушных петель. 10 столбиков. Потом заканчиваем на ремешке. Нить обрежем и спрячем конец нити в вязание на ремешке. Все, застежка у нас готова. Пуговку вот сюда пришьем и будем застегивать на эту застежечку. А теперь приступаем к переду. На передней части носка нужно найти центральную петлю. Находим центральную петлю, намечаем ее маркером и затем влево от маркера отсчитываем 9 петель и в 9-ю петлю ставим маркер. Теперь отсчитываем вправо 9 петель и с 9 петли начинаем первый ряд.
Столбик без накида, 2 воздушных петли, накид, 2 петли пропускаем в третью, столбик с одним накидом не довязанный. Провязываем только накид, вторая петля остается на крючке. Снова накид, пропускаем еще 2 петли и опять столбик с одним накидом не довязанный. Провязываем накид, вторая петля остается на крючке. Теперь все 3 петли на крючке провязываем вместе столбиком без накида. 2 воздушные петли. Недовязанный столбик с одним накидом в эту же петлю, из которой у нас был последний столбик. Накид и недовязанный столбик через 2 петли. Они как раз у нас вот выпадают на место, где у нас маркер. Сюда. Теперь 3 петли провязываем вместе с одной вершиной. 2 воздушные петли. Снимаем маркер и сюда же в эту же петлю провязываем недовязанный столбик с одним накидом. Опять накид, пропускаем 2 петли в третью, недовязанный столбик с одним накидом. 3 петли на крючке провязываем вместе столбиком без накида. Дальше 2 воздушные петли. В эту же петлю, откуда был последний столбик, недовязанный столбик с одним накидом. Пропускаем 2 петли в третью, недовязанный столбик с одним накидом. Все 3 петли провязываем вместе столбиком без накида. И 2 воздушные петли. Теперь 2 петли пропускаем и провязываем столбик без накида. Маркер убираем. Последнюю петлю переставляем на маркер. Вот это у нас первый ряд. Теперь нить протягиваем в начало ряда. Второй ряд это будут просто столбики без накида. Под каждую арочку вяжем 3 столбика без накида. Начинаем с первой петли от прошлого ряда. Вот из этой петли начинался ряд прошлый. Теперь в следующую петлю вводим крючок и начинаем вязать столбики без накида. Первый столбик без накида в эту петлю. Затем под первую арочку 3 столбика без накида. Под следующую арочку 3 столбика без накида. Под третью арочку 3 столбика без накида. Под четвертую арочку 3 столбика без накида.
Под последнюю арку 2 столбика без накида, а третий столбик без накида провяжем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Провязали с петлей на маркере столбик без накида и в следующую петлю на боковой части столбик без накида. Переносим петлю на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Рисунок очень красивый получается, но он очень простой, поэтому я думаю, что вы с ним легко справитесь. Я покажу вам еще ряд, чтобы было понятно, куда вводить крючок. А дальше я думаю, что вы уже самостоятельно справитесь. Протягиваем нить начала ряда, отступаем вперед 2 петли, в третью петлю вяжем столбик без накида и 2 воздушные петли. Теперь делаем накид и первый недовязанный столбик с одним накидом в угол, вот сюда, в самый уголок, где у нас начинался ряд. Второй столбик вот сюда над двумя, вот где общая вершина столбиков, в серединку в самую вставляете крючок, сюда второй недовязанный столбик. Теперь провязываем единую вершину столбиком без накида и 2 воздушные петли. Теперь сюда же, в эту же серединку, второй столбик недовязанный с одним накидом и второй столбик вяжем в следующую серединку, вот где у нас общая вершина, тоже недовязанный столбик. Затем провязываем общей вершиной столбиком без накида и 2 воздушные петли. Откуда вязали последний столбик, сюда же недовязанный столбик. Затем недовязанный столбик в следующую вершину столбиков. Вместе провязываем общей вершиной и 2 воздушные петли. Продолжаем также в вершину, в эту же еще один недовязанный столбик. В следующую вершину тоже недовязанный столбик. Общая вершина столбиком без накида и 2 воздушные петли. Теперь остается последний. В эту же вершину недовязанный столбик вяжем. Теперь недовязанный столбик вот сюда в угол провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Создаем общую вершину столбиком без накида и 2 воздушные петли. По боковой части 2 петли пропускаем, в третью столбик без накида. Это последний столбик и переносим петлю на маркер. Дальше мы продолжаем вязать несколько рядов и мы повторяем второй и третий ряд постоянно. Количество рядов необходимо будет варьировать от размера. Вот мне, я думаю, понадобится 12 рядов, будет достаточно. Может быть 14. Думаю, что 12 хватит. На 37 размер, например, надо будет, может, 16 или 18 рядов. Это уже примеряйте. Вот всего я провязала 6 рядов с недовязанными столбиками с одним накидом и 6 рядов со столбиками без накида. То есть всего получилось 12 рядов.
И теперь я провяжу еще 2 ряда просто столбиками без накида. Нить опять в начало ряда и провязываю 2 ряда столбики без накида в каждую петельку. Вот так вяжем 2 рядочка еще. И вот теперь, когда мы их провязали, теперь сделаем обвязку переда. Нить возвращаем в начало ряда и начинаем вязать обвязочку. Одну петлю отступаем, вяжем столбик без накида. Теперь пропускаем 2 петли и вяжем в одну петлю 5 столбиков с одним накидом. Снова пропускаем 2 петли, вяжем столбик без накида. Вот такие получается веерочек. И теперь пропускаем 2 петли и в третью снова вяжем 5 столбиков с одним накидом. Две петли пропускаем, столбик без накида. Вот так провязываем до конца ряда. И в конце ряда я покажу, как с петлей на маркере поступить. А вот тут мы пропускаем 2 петли, вяжем столбики с одним накидом 5 в одну петлю. И теперь 2 петли пропускаем, и как раз у нас петля под маркером. Вяжем столбик без накида вместе с петлей, которая у нас на маркере. Теперь в конце ряда присоединяемся к боковой части соединительным столбиком. Затем вяжем еще один соединительный столбик. Нить обрезаем, а конец нити прячем в вязание с изнаночной стороны.
Ну вот на этом этапе уже можно, в принципе, это изделие закончить. Если это для взрослого, например, то достаточно. Но у меня изделие для ребенка. Осталось положить стельку. Я положу толстую ортопедическую стелечку сюда. Вы можете положить кож-картон и сверху тонкую стельку. Это как по желанию. Я хочу украсить еще перед. И, наверное, свяжу вот такую полоску, как у нас есть на ремешке. Чем-то ее украшу. И, в общем, покажу вам уже конечный результат. Ну, давайте теперь вместе оценим, что получилось. Я связала еще такую полоску, пришила ее, украсила ее бусинами. И, в общем-то, я хочу, чтобы девочка почувствовала себя настоящей принцессой. Как вам понравились ли такие туфельки? Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Друзья, я буду очень вам благодарна, если вы поделитесь этим видео в своих соцсетях, группах, пабликах, мессенджерах со своими знакомыми, для того, чтобы максимально распространить это видео. Обязательно поставьте лайк, это поможет мне в продвижении этого видео. Оно таким образом попадает в рекомендованные. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, нажимайте под видео кнопочку «Поделиться» и давайте вместе учиться вязать и дарить близким тепло наших рук. Ну, а я желаю вам ровных и красивых петелек. До новых встреч!